Всем привет! Эту модель автомобиля Mercedes-Benz мне предоставил на обзор мой товарищ, коллега и просто хороший человек Леша. Леха, тебе привет! Конкретно этот экземпляр был приобретен в польском интернет-магазине Allegro, но его вполне можно приобрести на AliExpress за 20-25 долларов США. Кстати, рекомендую воспользоваться кэшбэком Letyshops, который позволяет конкретно в этом магазине Allegro вернуть с покупки 1,5%. Ссылки на автомобиль и кэшбэк в описании. Данная модель, выполненная в масштабе 1 к 24, мини-копия реального автомобиля где-то 1970-х годов выпуска, которым владеет мой товарищ Леха. Он его потихоньку и кропотливо восстанавливает и даже выставлял на городских выставках ретро-автомобилей. Игрушка для детей от 8 лет поставляется в розничной упаковке. Изготовлена машинка в Гонконге в компании Welly. И на упаковке наклеена голограмма с лицензией автомобильного концерна Daimler, который производит настоящие автомобили Mercedes-Benz. Поскольку эта игрушка была приобретена в польском интернет-магазине, поэтому упаковка тут, все ссылки имеются для еврорынка. Ну а теперь предлагаю вскрыть коробку и посмотреть на саму модель. Так, здесь она зафиксирована на 2 саморезика. Машинка в масштабе 1 к 24, габаритнее подобного автомобиля, но выполнена в масштабе 1 к 32. Однако, в отличие от этой, в этой отсутствуют музыкальные и звуковые эффекты. Здесь они присутствуют. И нет инерционного двигателя. Здесь есть. Ее кузов аналогично изготовлен из металла, а одной салон сделан из пластика. И в ней открываются только 2 передние двери и крышка капота. Задние двери и багажник глухие. Обшивка дверей тоже пластиковая. Я обращаю внимание на вот эту фигурную часть дверей. Она такая же, как в настоящем автомобиле. Ломаная вот такая. И здесь. Присутствуют форточки, но зеркальце почему-то установлено только с левой стороны у водителя. Леха уже немного тюнинговал эту модельку, нанеся черную полоску на бампере и окрасив в черный цвет радиатор. Какие-то элементы посеребрил в капоте, а также в салоне. Госномера на ней отсутствуют. Спереди он установлен вот этот логотипчик Мерседеса. Дворники серебристые, пластиковые, выполненные как отдельные элементы. В салоне присутствует зеркальце заднего вида, приборная доска. И также не детализированы передние фары. Кстати, фары здесь не светятся. Колеса резиновые, имеются пластиковые колпаки, на которые нанесена эмблема концерна. И в машине поворачиваются передние колеса, правда независимо от рулевого колеса, которое в свою очередь тоже крутится. Как я уже сказал, днище изготовлено из пластика, здесь указан бренд производителя, марка автомобиля, масштаб и то, что изготовлено в Китае. Оно тоже достаточно детализировано, тут шасси, коленвал, выхлопная система, бензобак. Такую вот игрушку в мое бы детство я был бы самым счастливым ребенком. Качество данного производителя мне тоже понравилось, но не устраивает то, что не все калитки здесь открываются, только передние двери и крышка капота. Ну а к покупке, конечно же, рекомендую. Подписывайтесь на канал, оценивайте это видео и встретимся здесь же. Пока, до встречи.